Туристический маршрут по восточной части округа Биньямин проходит по шоссе номер 458, известному как шоссе Алона. Свое название это шоссе получило в честь знаменитого генерала Игаля Алона. Его настоящая фамилия Пайкович. После шестидневной войны 1967 года Игаль Алон разработал один из первых планов арабо-израильского урегулирования в Иудее и Самарии. По этому плану Израиль должен был аннексировать восточную, безлюдную на тот момент, полосу долины Иордана. При этом под контроль Иордании возвращалась густонаселенная зона Самарии вплоть до Рамаллы на юге и коридора на Иериха, связывающего эту зону с Иорданией. Дорога Алона по плану должна была стать пограничным шоссе. Интересно, что для определения собственности на землю арабских деревень израильская комиссия воспользовалась принятым еще со времен Оттоманской империи способом. Территория, громкий крик с любого места, который был слышен в деревне, считалась принадлежащей деревне и отдавалась арабам. А граница государственной земли проводилась за этой территорией. Шоссе Алона ведет к нас небольшой, но плодородной долине Бикат-Самия. Жизнь и процветание этим местам всегда давал полноводный источник Эйн-Самия. Припаркуем машину на широкой обочине и поднимемся к одиноко стоящему зданию. Это насосная станция, построенная в период английского мандата над источником Эйн-Самия. В 2 шагах от дороги можно увидеть характерные захоронения периода Средней бронзы. Это 2000–1500 лет до новой эры. Они были исследованы археологами еще до строительства шоссе и с тех пор заметно заросли травой и колючками. Выглядят эти захоронения как колодцы круглого сечения, которые в вертикальном разрезе имеют форму носка. Вниз спускается прорубленная в камне шахта, которая заканчивается горизонтальным ответвлением, карманом. Возраст этих захоронений порядка 4000 лет. Одна из находок археологов в этих древних захоронениях – это серебряный кубок, который вы видите на экране. На нем извиваются изображения 2 змей. Известный израильский археолог Игаль Ядин предположил, что эти змеи связаны с мифологией Междуречья. Профессор Амихай Мазар, который работал здесь несколько сезонов, предполагает, что в долине, возможно, существовали дополнительные артефакты эпохи Средней бронзы, но их и след простыл. Именно в этот период в Ханаан приходит Авраам. Это эпоха поселения и жизни праотцев еврейского народа. Известно, что в ближайшую арабскую деревню на вертолете прилетал генерал Моше Даян, большой любитель древностей. В известном израильском анекдоте некий археолог восклицает с раздражением: «Если б я узнал, кто испортил этот объект, я бы ему выбил 2-й глаз», намекая таким образом на одноглазого Даяна и его любовь к археологическим находкам. Видимо, и здесь без Даяна, имевшего богатейшую частную коллекцию древностей, не обошлось. Местные старожилы вспоминают, что Даян долго переговаривался с деревенским старостой о чем-то важном. Впрочем, верить арабским старейшинам, у которых легенды зачастую заменяют реальность, сложно. Долина Бикат-Самия находится у подножия горы Бааль-Хацор. Про эти места рассказывается в Танахе, во 2-й книге Шмуэля. Авшалом, сын царя Давида, ходил в район Бааль-Хацор пасти скот. Здесь он отомстил брату своему Амнону за свою обесчещенную сестру Тамар. Это случилось на празднике по случаю стрижки овец в деревне Кфар-Амелех, то есть в царской деревне. Деревня на горе Бааль-Хацор существует и сейчас, и она по-прежнему носит у арабов имя Кафр-Малек. Вполне вероятно, что праотец Авраам лично пас скот у подножия Бааль-Хацор еще за 7 веков до Давида. Авраам пришел из развитой городской цивилизации. Пришел в Ханаан из Ура Халдейского, Ур-Каздим,
одного из крупнейших городов Месопотамии. Авраам селится здесь, в горных районах страны, предпочитая раскинуть свои шатры в безлюдных местах. Сегодня в долине встречаются бедуинские кочевья, чьи шатры и стада коз могут создать вполне удачную аллюзию ко времени Авраама. Давайте поднимемся вверх и вперед по правому склону долины, так что домик с насосной станцией останется на левой стороне. По мере продвижения вперед в сторону разрушенной мельницы по правую руку будут многочисленные пещеры. Впереди, за развалинами древнего моста, виден крупный Тель, холм руин древнего города. Как же назывался этот город? После долгих споров археологи больше всего склоняются к версии, что это город Бааль-Шалиша. Когда юный царь Шауль, первый царь еврейского народа, путешествовал в поисках потерявшихся ослиц, то он прошел через Эрец-Шалиша, Эрец-Ямини, Эрец-Цуф. В Эрец-Шалише стоял город Бааль-Шалиша, который упомянут во второй книге царей. Пришел некто из Бааль-Шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Илиша: «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам стать человеком?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь: насытятся и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось, по слову Господню. Первые зерна ячменя собирали к Песаху. 20 хлебов и сырых зерен хватило пророку Илише, чтобы накормить голодный народ в период страшного голода, обрушившегося на царство Израиля из-за отсутствия дождей. К сожалению, в отличие от древних времен, когда в долине было большое пресное озеро, сегодня на его месте только густая зелень. Еще во времена английского мандата над главным источником Эйн-Самия построили насосную станцию. Насос откачивал воду, которая по трубам поступала в деревни на горах. Трудно поверить, но вплоть до XX века, то есть до периода английского мандата, на территории всей страны для сбора и хранения воды использовали примитивные водосборники, такие же, как во времена праотцев, или, другими словами, просто ямы с водой. Централизованное водоснабжение появилось лишь во времена британского мандата. Первая насосная станция была построена в Эйн-Прат в 20-е годы XX века. К 40-м годам англичане построили несколько насосных станций над большими источниками. Сегодня вода источника Эйн-Самия по трубам поступает в арабский город Рамаллу. А если пойти дальше на запад, по долине речки Уджа, в переводе с арабского «петляющая», то можно попасть в Нахаль-Шило. Именно здесь шла одна из центральных древних дорог Святой Земли. Когда-то здесь, в этой долине, стоял лагерем знаменитый отряд погонщиков-мулов, который собрали Зеев Жаботинский и Иосиф Трумпельдор для помощи англичанам против Турецкой империи в период Первой мировой войны. Один из знатоков земли Израиля, ныне покойный генерал Рехавам Зееви, назвал поселок внизу, в долине Иордана, Натив-Агдуд, в переводе с иврита «дорога отряда», в честь самого первого еврейского воинского подразделения, воевавшего за землю Израиля в современной истории.